Смотри, знаешь, что это такое? Это вот такой вот Xiaomi TV Box S 3-й ревизии. Это новая коробочка. Номер модельки у нас MDZ. А ну какой? 32AA. Пожалуйста. И знаете, что он мне напоминает? Xiaomi Mi Box 3, помните, еще старючий, который, вот он один в один. Один в один дизайн, при этом у меня есть предыдущего поколения Gen 2, вот он, пожалуйста. Давайте сличим их сначала, сравним. И сразу же бросается в глаза то, что в этом Mi Box убрали у нас Toslink. Если здесь у нас был Toslink аудио выход, совмещенный SPDIF с 3.5 выходом, то здесь у нас его нет. Все остальное, в принципе, видите, у нас по форм-фактору совпадает, USB 2 и больше ничего здесь нет. При том, что в сегодняшнем обзоре мы выясним, что этот USB 2, поддерживает ли он такие вот переходники. Могу сказать сразу, что USB 2 здесь работает лучше, он работает на гиперскорости до 350 мегабит, это очень хорошо на самом-то деле. По пультам, здесь есть вот такой вот пульт, смотрите. Пожалуйста. А вот, найдите 10 отличий. Они одинаковые, но все-таки, ну, у нас есть по кнопочкам чуть-чуть, видите, отличия. Здесь больше кнопочек, но все-таки есть отличия. Чуть о них попозже. Но на чем же работает этот TV-Box? iMlogic S900 5X5M. Урезанная версия, да нет, там разница всего лишь в некоторых кодеках. И, знаете, 4К 75 Гц вроде 5М воспроизводит, но суть-то в дело, если у вас 4К 60 Гц телек берет, то, ну, чего там 75, чего вы 75 Гц будете воспроизводить? Фигня это все. А главное это то, что он сможет сделать на Dolby Vision телевизорах. И сегодня мы это выясним. Стоит ли менять второй на третий? Я вам скажу, стоит. Быстрее, конкретно быстрее. Быстрее, ярче, интереснее. Есть одна функция искусственного интеллекта AISR. И я вам сейчас покажу в этом обзоре, как она работает. Распаковывать особо нечего. В комплекте только HDMI, пульт и сам TV-Box. И все. Поэтому распаковки не будет, интерфейсы минимальные. Формула памяти у нас 2 на 32 и есть Wi-Fi 6. Сейчас мы с вами переходим быстро, посмотрим, сколько стоит, а потом на полные тесты. Я протестирую абсолютно все, и там уже сделаем выводы, стоит покупать или нет. Вообще подписывайтесь, нажимайте колокольчик, а если подписались, то я вам шепну по секрету, никто не узнает. Покупать стоит. Охренительный TV-Box. Короче, ребят, сертификат с Netflix, со всеми фишками, которые вы только можете найти. Поехали. На канале Технозон, конечно же. Слушайте, ну стоит он 53-56 долларов в зависимости от доставки, куча ссылок, я в принципе закину в описании под видео ссылки на всех проверенных продавцов, но цена не окончательная, она может быть на тот момент, когда вы смотрите, вообще еще ниже 50 стоить, поэтому идем в описании под видео и в принципе там смотрим уже на цену. Давайте посмотрим, что они тут особо пишут, особо они ничего интересного нам тут и не написали, то что какой процессор мы здесь знаем и ядра мы посмотрим дальше. А вот то, что на картинках, обычно самое интересное пишут на картинках, ну кроме того, что здесь 4К, есть Dolby Vision, Cinema Grade, есть поддержка HDR10+, это мы, знаете, это мы уже увидели. DTS-X, вот я не могу подтвердить, дальше тоже будем смотреть, по Dolby Atmos здесь работает через Dolby Digital Plus. 2 на 32, Wi-Fi 6 и Google TV. Слушайте, а больше ничего-то и нету интересного. Что-то тут писали. Все-таки наши тесты будут пополнее, чем та информация, которая есть. Ребятки, смотрим в описании под видео, там есть ссылка на проверенных продавцов. Поехали тестировать. И в Netflix мы видим 4К, Dolby Vision, Dolby Atmos. То есть он поддерживает при определении оборудования, если у вас есть поддержка Dolby Vision Atmos, он это все тоже увидит. При этом мы входим и видим, что у нас есть автофреймрейт в самом Netflix. Все супер, поэтому, ну, можем включать, он, конечно же, будет все очень быстренько воспроизводиться, идеально. Смотрите, Dolby Vision включился, воспроизведение пошло. Само собой, мне приходится все это дело смазывать, потому что очень сильно ругается у нас YouTube. Вот, пожалуйста, все переключается, все супер. Автофреймрейт обратно тоже сработал. А если говорить про ютубчик, то YouTube вообще идеально. При том, что вы меня иногда просите проводить тест на скорость воспроизведения, пожалуйста, вот Дикая река, 4К,
При этом в HDR, смотрите, у нас адаптивный HDR-чик, HDR10 включился, это дикая река, 4К 60 Гц, все воспроизводит. Теперь смотрите диагностику. У нас сейчас 4К воспроизводит, 0 дропов. В AV1 это HDR10+, идеально. Просто идеально. При том, что мы можем с вами включить здесь скорость воспроизведения и, допустим, 1.5 проиграть. Будет воспроизводить? Будет воспроизводить. То, что дропает, он сбрасывает 1.5 дропов, по сути, то есть не обращаем внимания, это нормально, так и должно быть. Он берет и дропает 50% дропов. Сейчас YouTube это отображает. Если 2х, он тоже будет это все воспроизводить. Смотрим на плавность, все очень плавно воспроизводит в 2х и будет дропать ровно в 2 раза больше дропов. То есть, но при этом воспроизведение будет плавное ровно в 2х скорости. Все идеально. То есть ютубчик, вот для ютуба это просто классно. То есть мы сейчас говорим конкретно, мы не берем опции, ASR и тому подобное. Если говорить сейчас о настройках, то я специально сейчас вам их покажу на Dolby Vision телевизоре, для того, чтобы вы видели, как это сделано. CEC работает, супер. ASR мы его разберем чуть попозже, динамический диапазон и цветовой формат. Рассказываю, как должно быть. Вот, Match Content в случае с iMlogic, это значит, он будет адаптивный. И плюс настройка Dolby Vision ставим Sync Device LED. Потому что если вы поставите Source Device LED, в данном случае на Mi Box, то у вас Dolby Vision работать будет, а HDR в YouTube отвалится. Вот это вот самые правильные настроечки. И тут уже снизу использовать частоту кадров. Это автофреймрейт, который вы увидите. Он поддерживает также, вот, пожалуйста, QMS с VRR, только с плавным переходом. Это тоже отлично. И в расширенных настройках экрана мы ставим использовать динамический диапазон контента. Потому что он будет преобразовывать по выбору системы, либо преобразовывать принудительно. Нам нужно, чтобы он работал от системы. Все, с этим все понятно. По звуку тоже чуть попозже. По поводу диагностики Vimeo мы видим, что он видит HDR10, Dolby Vision, HLG и все частоты, то есть и дробные, и целые частоты он переключает в автофреймрейте. Тут вообще тоже как бы все отлично отработано. Ну и само собой в DRM Info мы специально тестируем тоже на подключенном телевизоре, то есть 4K Dimension, это у нас, видите, разрешение самого интерфейса, поддерживаем HDR типы Dolby Vision, HDR10 и HLG, и тут мы видим CNC Clear K у нас есть, также у нас есть Google Widevine L1, вот, пожалуйста, L1, с HDCP 2.3, кстати, на секундочку. И Microsoft Play Ready DRM. А это значит, что на таких ТВ-боксах у вас будет работать любой стриминговый сервис, который возможен. Netflix, Prime и тому подобное. К тому же, допустим, вот я в Украине, все украинские сервисы. Мегуго, Свит ТВ, Nexon и все остальное, они все будут работать. Кстати, если вы не знали, где покупать очень, скажем так, недорого подписки, официальные подписки, то, пожалуйста, сосканируйте QR-кодик, он сделает тут место чуть побольше. Да, сосканируйте QR-кодик, будет вам счастье. Либо ссылочка в описании под видео. Слушайте, ну пошлите вернемся в Chroma Studio. Google TV, да, очень отзывчивый интерфейс. Очень, вот смотрите, прям очень быстро. Ну реально, просто на 500 МГц быстрее, чем у второй ревизии. То есть, и действительно, он переходит везде, переключает все очень-очень быстро. Интерфейс прям топ. Прямо топ. И если уже брать, там, говорить про то, что там нет кастомизации, чтобы вы понимали, вот этот вот Prime Video можно удалить. Просто деактивировав Prime Video, просто его отключив. То есть, пойдя в настройки, например, настройки, приложения, там, найти, грубо говоря, через все приложения найти Prime Video. Вот, Prime Video. И выбрать отключить, он, конечно же, пропадет у вас с главного экрана. Оп, пожалуйста, появился Apple TV. Отключите Apple TV, у вас появится вверху то, что идет следующее за ним. То есть таким образом можно каким-то образом чего-то там кастомизировать под свой, скажем так, лад. Это нормально работает. При том, что сам по себе TV-бокс получился интересный в плане мультимедийности. Ну, давайте сейчас пойдем и потестируем то, что нужно тестировать конкретно на 4К телевизоре.
По тестам формата воспроизведения с внешнего жесткого диска показываю, поддерживает и exFAT, и NTFS диски. У нас диск специально сделан так, чтобы отображать два формата. Ну давайте с NTFS, вообще без разницы, с какого будете воспроизводить. И мы пойдем с вами по, допустим, высокобитрейтным LG New York 4K, пожалуйста. У нас в HDR переключается через вот этот вот USB второй серии, который там, ну, через тот USB, который там. Мы видим спокойно отображаемые высокобитрейтные файлы, беспроблемные, все срабатывает, весь адаптив в том числе, и по Dolby Vision тестам. Давайте, пятый профиль у нас срабатывает, и тут сразу могу сказать, что у нас появится Dolby Vision, Dolby Atmos, он сразу декодирует Dolby Atmos, все, пятый профиль отработал, включаем с вами, давайте, восьмой профиль, давай, восьмой Dolby Vision отработал, здесь приходится замазывать, потому что фильм. А здесь у нас fail-тесты, и тут нам придется чуть-чуть посмотреть. Седьмой профиль он декодирует в HDR10. Седьмой профиль не поддерживает. Видите, он его в HDR10 загоняет, к сожалению. Но есть как есть, мы показываем всю правду. Ну что, увидели? Да, мне понравилось. Да, мне сильно понравилось. Получается, что мы имеем с вами Mi Box следующей ревизии, у которого есть поддержка всего того, что я сказал. Но у нас остался незакрытый вопрос по AISR, да, который у нас есть. И у меня есть для вас один сэмпл, который я лично на нем снял. Пожалуйста, у нас есть три картиночки, 400, ну вот мы сейчас словим момент один, 480p без AISR, 480p с AISR и 1080p оригинальное изображение. Теперь давайте так. AISR работает на базе модуля искусственного интеллекта, который есть в процессоре IMLogic S905X5M на 4 тераопса. И слева мы видим 480p, он полностью смазанный, шапки. Вот почему я выбираю этот сэмпл свой, потому что есть много крупной вязки, есть много мелких деталей. Смотрите, у нас смазанная шапка, мы видим по текстуре. На AISR это 480p, те же самые 480p, он делает его четче, а это оригинал. И если посмотреть дальше, да, допустим, то есть оно не идеально, то есть мы видим какие-то ореолы, все равно остаются остаточные. Но то, что оно четче, чем базовое, а это означает то, что вы будете смотреть IPTV, например, низкокачественно, там 576p, оно будет его улучшать. Либо старый фильм какой-то, оно будет его тоже улучшать. Это не будет 4К контент, это не будет 4К какой-то мега-супер качество, но то, что это будет лучше, чем мыльное мыло, это точно факт. То есть AISR работает, мы подтверждаем, но вот можете посмотреть весь сэмпл в динамике, и вы заметите сами разницу. Вы сами эту разницу заметите, обращайте внимание на шапку, обращайте внимание на крупную вязку на куртке, пожалуйста, оно все идеально отображается. То есть мы с вами видим четко результат, и результат есть. Теперь по динамическим диапазонам я вам сказал. Дальше по звуку. У нас есть и сквозная передача, то есть режим пастру, обыкновенный автомат, либо PCM. Но у нас даже есть улучшение диалога в DAC 4. Это значит, что у нас просто-напросто средний канал будет улучшаться, бустить средний канал для диалогов, тех, кто увлекается объемным звуком, те понимают. Но при подключении ресивера через HDMI, ну вы уже видели включение Dolby Atmos на тестовом ролике, а если брать уже остальные все форматы, то Dolby Digital Plus проигрывается как Dolby Digital Plus. Это значит, что он поддерживает и простой Dolby Digital 5.1. Dolby True HD декодируется, вернее, транскодируется в Dolby Digital Plus, то есть там нет Dolby True HD, но он все равно выводит его в многоканальный звук на даунсэмпле. DTS обыкновенное ядро есть, потому что есть DTS HD Master Audio. Наконец-то DTS HD Master Audio завезли, в отличие от старого Mi Box, где этот DTS HD обещали, но не реализовали. DTS X подтвердить не могу, у меня, к сожалению, нет DTS X ресивера. Ну, тут уж есть как есть. По автофреймрейту уже все понятно. И у нас, в принципе, если пойти в настроечки и посмотреть, там, допустим, у нас кроме пультов, которые, кстати, сильнее клацают, чем у второй ревизии. Дайте мне пульт от второй ревизии, пожалуйста. Сейчас мне лисичка подаст пульт. У нас прям, знаете, они абсолютно одинаковые. Кнопки, материал абсолютно одинаковые. Но, блин, он громче клацает. Он громче клацает, это факт, и прям, да слушайте, а я вам скажу, открою секрет, клацают они все.
Клацают все, даже самый тихий пульт, он все равно как-то клацает. Но то, что здесь можно настроить инфракрасную опцию, как и во второй ревизии, то есть имеется в виду, можно управлять, допустим, телевизором, допустим, можно управлять ресивером, звуковой панелью, управлять громкостью, включением, выключением, как дополнительная опция отлично работает. Но перед настройкой этой опции рекомендую сразу же задрать громкость андроида на максимум, иначе потом будет тихо и будем опять решать эту проблему в обратном порядке. Все это работа такая быстрая, все это благодаря его, скажем так, начиночке. Давайте начинку посмотрим. А это у нас с вами система ТВ, Xiaomi Mi TV FMU 0. Это у нас плата Twilight, платформа S7D 2×32. Теперь центральный процессор AMLogic S905X5M на 4 ядра Cortex A55 по 2,5 ГГц. У нас он работает в режиме регулятор загрузки в перформансе, кстати, поэтому он такой быстренький. За отображение отвечает Mali G310. И интерфейсик сделали 4К. Мы на 4К телевизоре смотрели вот эти вот ступеньки и лесенки на шариках, ну, на переходах очень даже смазаны. Классно. Сеть. При том, что у нас коннект 1200 мегабит на текущий момент, то есть Wi-Fi 6 заявлен. Скорость мы сейчас с вами проверим после того, как посмотрим AIDO. Android 14. У нас температуры, само собой, термодатчиков нет. И по кодекам, в принципе, VP9.2 есть, AV1, AVC. Дальше VMV есть у нас, VMV 1, 2, 3. Также VC1 обещают. По Dolby Vision мы с вами уже поняли, AVS3 я, кстати, не вижу, AV01. Ну, по AV01 вы тоже это все, в принципе, поняли. Все кодеки я вам пролистал. Хорошо. По сетевым возможностям. Мы тестируем на Xiaomi BE 10000, те же самые результаты мы на BE 7000 и на 3600 пробовали. Также я умудрился его потестировать на разных роутерах брендовых. Так вот, если у вас Wi-Fi 7, Wi-Fi 7 TP-Link BE серии 550, например, либо Asus 7 там, BQ серии в mesh роутеры, Wi-Fi 7 в DFS каналах, если у вас 5 ГГц в DFS каналах, вы в верхних там 160, 165, ну короче, в этих всех, то у Mi Box будут проблемы со скоростью. Лучшее сочетание у нас это 36, 40, 44, 48 или 46, я не помню, напишите там, 48 канал, по-моему. Лучшие сочетания в этих каналах, в которых он выдает 280 мегабит, сколько мы серии тестов проводили, выше 285 мы не получали. 277 мы сейчас видим на загрузочку, 200 там будет столько же примерно на выгрузку. В конечном итоге я не вижу никаких проблем с сетью. И, кстати, даже у Mi Box 2 при получении Android 14 сеть улучшилась. Здесь с сетью все в порядке. При том, что давайте сразу я протестирую переходники по типу, сейчас отключим здесь донгл, по типу вот такого вот Ugreen, да, как мы там обычно использовали LAN переходники. И здесь для меня тоже крылся секрет. Видите, подключено через Ethernet. Давайте обновимся. Здесь для меня тоже крылся сюрприз, потому что скорость через переходник здесь выше, чем на Mi Box 2. 370 мегабит в пике я спокойно получаю. Это значит, что USB 2 здесь работает в режиме гипера. То есть в гиперрежиме на максимальной скорости. То есть USB 2 простой будет работать до 200 мегабит, 200, 220, 250 максимум, который я и получал раньше на Xiaomi Mi Box 4. Ну, он 4 был, Mi Box S второй ревизии, короче, они одинаковые. Да, Mi Box S, а потом Mi Box Second Hand. Короче, я уже, в них запутался во всех. Ну, в общем-то, здесь USB-шечка вторая работает классно, и переходнички поднимает на скорости 366 мегабит. Это те, кому там 270 будет мало, либо вообще с роутерами не заморачивается, либо у него сеть уже разведена. Кстати, точки доступа тут нет. Отключаем переходничок, он нам уже не нужен. И давайте включим, например, сейчас с вами 2,4 ГГц сеть. Потому что в 2.4 он тоже работает лучше, чем Mi Box S. Кстати, сейчас он работает конкретно на канале 36 в 160, ну, грубо говоря, там 160 мегагерцовой сети спокойно он подключается. Хотя работает на 80 мегагерц. То есть там просто у меня сеть 160 мегагерц, она комбинирована 20-40. Не, она комбинированная 80/160, и как бы вообще вопросов нет. Он коннектится, спокойно работает. Если говорить, допустим, про 2.4 и включаем тест 2.4 ГГц сети, то мы получаем результат
выше среднего. То есть максимальное, что я получал, цифры там 70-80 мегабит на загрузку, сейчас вы видите 60, я не буду ему приплюсовывать, я просто говорю то, что я видел. Просто 2.4 достаточно мусорный диапазон, и постоянно вот эта фигня вылазит, там этот мусор, то есть 60 на 130, да ладно, я бы не поверил бы, на 140. Практически на 140 в 2.4 диапазоне. То есть 2.4 диапазон работает отлично. Вот он этот факт. Если говорить о других функциях, как сертифицированного ТВ-бокса, то голосовой поиск у нас выглядит таким вот образом. Фильм «Черкасы». Пожалуйста, это поиск вот таким вот образом выглядит. Он его ищет на YouTube, ищет каких-то списки просмотра, строит. Но это сертифицированный Google TV, к сожалению. Они уходят уже от свободных действий и немножечко ужимают, скажем так, действия пользователей. Но внутри приложений, допустим, все это дело работает отлично, и как бы у меня вопросов нет. То есть, если я сделаю таким вот образом канал Технозон, то внутри самого приложения, в самого YouTube то же самое, оно заработает, все отлично. Но тут немаловажный аспект. У нас есть, кроме, допустим, там сертифицированного Google Chromecast, у нас есть Miracast. При этом Miracast, который работает либо на скорость, либо на разрешение, его можно использовать для трансляций на проектор, для презентации, либо просто как беспроводной монитор. Вот у меня рядышком сейчас стоит, допустим, мой новенький Asus ROG Strix Scar, и если я выберу функцию, допустим, подключиться к беспроводному дисплею. Вот я нажал подключить. Он видит ТВ-приставка Xiaomi. И подключено, секунду, вот мы видим, давай, мы в тебя верим, yes, у нас многодисплейный режим, пожалуйста. Все работает, все отлично, можно, да, задержка есть, играть на этом точно нельзя. То есть играть как на беспроводном дисплее у вас не получится, чтобы вы понимали. Если я, допустим, возьму свой смартфон Xiaomi, да, там возьму свой смартфончик и открою какой-нибудь, например, Google Фото, да, там свои фотографии, возьму, я там вчера видео записывал свое, все, вот просто взял и затранслировал видео из Google Фото. И оно здесь не производит, оно не передает само видео, оно передает поток, оно передает стрим сам по себе, ссылку на стрим самого Google Фото. Либо, допустим, если я открою этот, допустим, в Google Chrome, я открою и отправлю какое-нибудь видео, открою в Google Chrome и отправлю сюда поток, то оно будет работать. А здесь я сейчас вот открываю, пожалуйста, свое видео, нажал воспроизводиться и нажимаю кнопочку транслировать на ТВ-приставочку Xiaomi, бабам, здесь оно ничего не воспроизводит. Оно просто-напросто переводит поток на телевизор. При этом в максимальном качестве. Вы можете даже управлять пультом с этого потока, то есть выбрать качество необходимое, пожалуйста. То есть это не так, что он там через Wi-Fi передает какое-то изображение. Это все чушь. Нет, оно передает все отлично. Кстати, мы для жителей Украины сейчас разыгрываем вот этот вот телевизор Xiaomi, на который я делал обзор. Что еще можно на нем делать? Да, можно поиграть в принципе. Я подключил сейчас геймсирчик, и, кстати, вот есть геймпады к ним отличные, ссылки закинем в описании под видео на всех продавцов надежных, которых мы знаем. Да, и вот, например, поиграя в такие игры, как Асфальт 8, да, там, и вот вы видите, я играю, никаких проблем нет, спокойно слушается геймпада. Да я наиграл на этом в разные игры, все, которые есть в маркете и оптимизированы под этот ТВ-бокс, скорее всего, тут будут. Можете поиграть в самые простые игры с вашими детьми, можете поиграть в игры посерьезнее, можете даже заморочиться. Ну вот я сейчас играю Red Ball, очень знаменитая игра, я ее прошел всю на этом ТВ-боксе. Короче, как-то так. Если вы не играли, то ну, советую поиграть. Либо поиграть, допустим, GeForce Now, но GeForce Now мы пока тестируем эту функцию. У меня здесь установлен Space Marshal. Через Google Play Store, который можно открыть, кстати, знаете каким образом? Google Play Store. Можете играть во все, что угодно. Слушайте, ну вот смотрите, Асфальт, Red Bull, Rail Racing, Badlands. Если вы зайдете в раздел игры, то тут их, мать моя женщина, тут полно. Там Minecraft Story Mode. Короче, можете играть. Кстати, Rapid GP мне очень нравится.
Что я могу сказать? Я его конкретно рекомендую. Вопрос перехода с Mi Box S решать вам. Если вас все устраивает, то, конечно, никто никуда не переходит. Но я перешел. Я вам серьезно говорю, намного быстрее, намного мощнее, намного интереснее. Пульт, да, такой клацающий, но пульт работает. Пульт работает. Сеть лучше, Android современней, побыстрее. Мне нравится и вам рекомендую. Как первый ТВ-бокс пойдет, ISR рулит. Да, меня разочаровало вот этот вот момент с Wi-Fi 7 роутерами, брендовыми только, кстати, Wi-Fi 7 от Китая, с Китая работает на них шикарно. Да, меня разочаровало то, что убрали Toslink оптический с 3.5 выходом, то есть простую акустику не подключишь, да, то есть уже через HDMI надо снимать. Либо брать Toslink с телевизора, ну, обыкновенную оптику с телевизора SPDIF, либо 3.5 с телевизора. Но это все решаемо. Хороший ТВ-бокс. И действительно мы его советуем. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.